Сегодня я вам покажу, как сделать флокатор. Это более мощная версия флокатора со сменными сетками. Ранее я показывал более простой вариант, который изготавливается из мухобойки. Ссылочку на него я также оставлю в правом верхнем углу. Не переключайтесь, будет интересно. Приветствую, друзья, на канале Scale Journal, и для создания флокатора мне потребуется некоторый набор деталей. Первая и основная деталь – это генератор отрицательных ионов. Заказывал я его с AliExpress. Мой вариант на 12 вольт. Ссылочку на него вы найдете внизу в описании видео. Второй компонент – это адаптер питания. Он также на 12 вольт. Я использую адаптер от светодиодной ленты. Также мне потребуется кнопка. Заказывал ее также с AliExpress. Еще один важный компонент – это контейнер. Брал сразу несколько штук. Недорогие. Для чего они, увидите чуть позже. Из сантехнического отдела я взял муфту и заглушки. Они послужат в качестве корпуса флокатора. Также немаловажные компоненты — дуршлаг, а точнее мне здесь потребуется сетка. Это средняя ячейка. И также есть у меня еще два варианта с более мелкой сеткой и с более крупной сеткой. Также потребуется некоторое количество проводов, крокодильчик и плоские разъемы, которые необходимы для того, чтобы сделать сменные сетки. Итак, приступим к сборке корпуса. Для начала необходимо сделать отверстие под ручку и под сетку. Для этого намечаю фломастером места для основки и с помощью дремеля врезаю отверстие. Если вы знаете какой-нибудь более простой и менее шумный и быстрый вариант для проделывания отверстия в пластике, напишите мне в комментариях, будет интересно посмотреть ваш вариант. Получившееся отверстие, конечно, зачищаю с помощью ножа, наждачки. И аналогичным образом проделываю отверстие в крышке, куда будет устанавливаться сетка. Ну и само собой тоже зачищаю, чтобы было красиво. В одной из заглушек проделываю два отверстия. Одно под кнопку выключатель, второе под разъем питания. Также использую дремель и острый цанговый нож. Кнопка будет фиксироваться резьбовой гайкой, а вот разъем питания нужно будет приклеить. Скорее всего, для этого я буду использовать клеевой пистолет. Во второй заглушке необходимо проделать всего одно отверстие. Для этого отлично подойдет сверло. После этого заглушку можно приклеивать внутрь контейнера. Приклеиваю на обычный суперклей. Вначале с внутренней части проклеил и снаружи для надежности. Пока клей схватывается, можно разметить и отрезать сетку. Опять же размещаю по крышке контейнера с отверстием при помощи маркера, а отрезать буду с помощью обычных ножниц. Не забывайте о технике безопасности и обязательно одевайте очки, потому что мелкие кусочки проволоки разлетаются в разные стороны. Можно на раз повредить глаза. Сетку крышки я фиксирую с помощью клеевого пистолета. Это самый простой и быстрый способ. И также для надежности клеевым пистолетом я прошелся по контейнеру и заглушке. После соединения контейнера и рукоятки, или корпуса, необходимо проделать еще одно отверстие. Здесь мы будем вводить провод с крокодильчиком. Теперь можно перейти к пайке и установке всех элементов внутрь корпуса. Для начала соединяю провода с кнопкой питания. Из меня еще тот специалист по пайке, поэтому если увидите что-то странное, не стесняйтесь мне об этом написать в комментариях. На провода нанес паяльный флюс от Wilder и с помощью припоя и паяльника все это дело надежно фиксирую. Для красоты и надежности использую термоусадочные трубки, чтобы ничего не коротнуло случайно. Заказывал их тоже, кстати, с AliExpress. Теперь подготавливаю провод для сетки. Тут достаточно просто вдеть в ушко часть провода и зажать с помощью плоскогубцев. А ответную часть надежно зафиксировать в сетку. Помимо того, что провод я проделал через сетку, скрутил и для надежности также припаял его. Теперь точно никуда не денется. Двигаемся дальше. Одно из ушек на генераторе можно откусить, так как оно будет мешать установке. В принципе, если у вас будет другой корпус использоваться, можно с помощью этих ушек зафиксировать. Белый провод от генератора я продеваю в отверстие в заглушке и вывожу его в сторону сетки. Чуть позднее мы его доделаем, этот провод. Устанавливаю кнопку на место. Конечно же, ее фиксирую на комплектную гайку. И теперь можно соединять провода. Красный провод от генератора идет на кнопку,
провода между собой спаиваю и также использую термоусадочную трубку для изоляции. Второй провод от кнопки идет на плюсовую клемму. Далее берем белый провод с крокодильчиком, который у нас остается снаружи, продеваем его внутрь корпуса, высовываем и соединяем с черным проводом. Провод можно скрутить, для надежности спаять. И этот черный провод с крокодильчиком идет на минусовую клемму. Схему соединения проводов я чуть позже выложу у себя на сайте. Там будет текстовая версия этой инструкции по изготовлению флокатора. После того, как все провода соединены, аккуратно укладываем провода внутрь корпуса и закрываем заглушку. По сути, флокатор готов. Хотя нет, забыл одну вещь. Нужно доделать провод, который идет к сетке. На него, соответственно, закрепляю ответную часть плоского разъема. Также просто вдеваю провод в ушко и зажимаю плоскогубцами. В принципе, для надежности можно и пропаять. И теперь можно соединить и установить сетку. Все, сетка у нас съемная. При желании можно заменить на другую, либо для удобства просто оценить, чтобы засыпать побольше флока. Вот теперь флокатор точно готов. Можно подключить питание и приступить к испытанию. Но для начала давайте я вам покажу. Вот у меня есть средняя сетка. Как видите, ее можно легко отключить. И есть еще второй вариант, мелкая сетка. И третий вариант, крупная сетка для самого крупного флока. В одном из предыдущих видео я показывал распаковку своих покупок для моделизма, и там были в том числе вот эти плашки. Ссылочку я оставлю на это видео в правом верхнем углу. Эти плашки очень удобно использовать для изготовления маленьких кустиков. Сейчас я попробую сделать кустики для 35 масштаба. Берем обычный клей ПВА, наносим его точками, и далее можно приступить к нанесению травы. Для этого соединяем контактный провод с помощью крокодила на плату, засыпаем флок внутрь емкости, закрываем крышку и начинаем наносить. Мелкие травинки буквально сами стреляют вниз к плате на капли клея и встают строго перпендикулярно к земле. И меньше чем за минуту получаем вот такой набор кустиков. По мне так выглядит шикарно. И используя флок различных цветов и размеров, можно делать разные комбинации кустиков, от самых маленьких до высоких. Вот так выглядит одиночный кустик. Далее давайте попробуем засеять площадь. Для этого просто взял кусок пластика, нанес туда равномерно клей ПВА и начинаю носить траву. Как видите, трава сама туда прям сыпется. И получается вот такой равномерный ковер. Травинки смотрят вверх, то есть это не просто кучка наваленная флока, а выглядит как красивый и ухоженный газон. Ссылки на компоненты флокатора есть в описании видео. С вас, как всегда, лайки, комментарии, репосты. Пока!